Собирал перемончик, получилась какая-то чепуха с координатами, движения. В общем, при старте от крайнего положения приезжает в нулевое положение нашей системы координат для начала перемотки. И вот просто как пример, задействованы сейчас все кнопки, не зря я их такое количество делал. То есть на какие-то я сейчас могу просто покатать вот эту ось. У меня также запускается мотор по кнопке, и я могу регулировать скорость, но так как я еще параметры мотора не настроил, вот, он не может быстро вращаться. То есть я здесь могу выбирать ускорение, вот 500 стояло, могу больше поставить, и скорость могу прибавлять по 1000, либо по сотне. Допустим, на 700 он крутится нормально. Могу его остановить. Также кнопки навигации по меню, но это они здесь всегда останутся, чтобы для каких-то других приборов. То есть у меня их здесь 10, они по кругу ходят. Вот меню 2. Здесь после названия меню цифра есть. Это какая была последняя кнопка нажата, но она у меня и подсвечивается. Вот, то есть ускорение сделано как было 500, скорость 700. Ну вот. И могу включать, отключать моторы. То есть если вдруг мне надо какой-то мотор покрутить, вот сейчас они заблокированы, то есть я выключаю и свободно могу вращать и один, и второй. И могу включить. Все. И они сейчас стоят на удержании. Ну и покрутить. Вот, то есть вся эта тема была для чего сделана. Мне надо было разобраться с координатами, все это подвигать, посмотреть. То есть вот крайнее положение мы когда включаем, оно, ну, вот сейчас я включу питание. И она переедет туда, куда надо. Все, и по сути мы можем начать перематывать, да, если у нас все заправлено. Ну, сейчас она не поедет, да, потому что сейчас тестовый режим. Вот, таким образом, перемещая все вот это дело по координатам, было все это посчитано, вычислено, скоростя. В общем, надо настроить такой режим работы, и все, можно пользоваться. То есть я знаю ширину катушки 70 мм, соответственно, становится она в 14 координату. И поедет она 70, соответственно, плюс 14, 84 это будет координата. И будет возвращаться не в 0, а также в координату 14. Ну, то есть он и работает именно координатами. То есть я читаю положение, которое мне возвращает драйвер, и прибавляю к нему здесь 10. И отправляю в эту координату. То есть это плюс 10 по нажатию кнопки. Вот, это как оно работает. То есть мотор у меня в режиме просто вращения, скорость у него задается. Если скорость 0, он не крутится, то есть бесконечно. А этот именно в координатах. Вот. Координаты рассчитываются из шагов наоборот. То есть их 200 шагов на один оборот, ходовой винт у меня 8 мм. Соответственно, когда он делает 200 шагов, проезжает 8 мм. 200 я поделил на 8, вот мне получается 25 шагов на миллиметр. В общем, такая тут математика. Вот. В принципе, все крутится, все вращается. Жаль только, все никак я не доберусь до больших скоростей. Давайте ускорение поставим большое, чтобы он разгонялся. Здесь еще, кстати, актуальная скорость показывается. Здесь будет видно, как он разгоняется. Вот. Это обороты в секунду. Также поделено шагов в секунду. Да, он делает. То есть я там делю, умножаю, получается количество оборотов в секунду. Такой девайс. Тумблеры пока не задействованы, но подключены. Я их описал в коде, но пока ничего там не делают. Вот, но тем не менее, две кнопки пока тоже не активны.
скоро оно, по идее, должно уже заработать на всю.